Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами 3 замечательными рецептами с тыквой. И первый рецепт – это ароматные солнечные блины с тыквой. Очень нежные и вкусные. Готовлю пюре из тыквы. В сотейник всыпаю очищенную порезанную тыкву. Добавляю немного воды. Закрываю крышкой и тушу на маленьком огне до мягкости тыквы, примерно 15 минут. Погружным блендером перетираю тыкву в пюре. Готовлю тесто. В миску разбиваю яйца, добавляю сахар, соль, корицу и мускатный орех. Перемешиваю. Добавляю пюре тыквы. Перемешиваю. Просеиваю муку и разрыхлитель. Все перемешиваю лопаткой до однородности. Постепенно вливаю молоко и перемешиваю. Проверяю консистенцию теста. Если надо, добавьте еще молоко. Я добавляю. Тесто готово. Я дополнительно добавила еще 100 мл молока. Оставляю тесто постоять на 10-15 минут. Разогреваю сковородку, смазываю ее растительным маслом. В тесто добавляю также растительное масло. Перемешиваю. Выливаю половник теста на разогретую сковородку и распределяю ровным слоем. Пеку блины с двух сторон до легкого золотистого цвета. И, конечно, таким образом я пеку все блины. Если вы хотите, конечно, в тесто можно добавить еще чуть больше молока, чтобы блины получились более тонкие. Но я блины с тыквой люблю именно когда они вот такие чуть-чуть потолще, и они получаются очень такие мягкие, очень нежные. Конечно, пахнут блины просто невероятно. Все блины испеклись, они очень ароматные и вкусные. Следующий рецепт – это вкусный и простой обед с курицей и тыквой, запеченными в духовке. Подготавливаю форму, выстилаю ее пергаментной бумагой. Режу крупными кусками тыкву. Перекладываю в форму. Режу лук также крупно. У яблока удаляю сердцевину и режу крупными дольками. Добавляю грецкие орехи. Добавляю сушеный тимьян. Перец, смесь итальянских трав с паприкой, соль, сушеный чеснок. Поливаю оливковым маслом и немного бальзамическим уксусом. Все перемешиваю. Мариную мясо. Добавляю соль, перец, тимьян, смесь итальянских трав и сушеный чеснок. Поливаю оливковым маслом. Перемешиваю. Кусочки курицы выкладываю на овощи и отправляю все запекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 40 минут. Все готово. Очень ароматно и вкусно. Можно присыпать блюдо зеленью.
Приятного аппетита! И еще один рецепт – это нежнейшие лепешки с начинкой из тыквы. В миску вливаю теплый кефир, добавляю желток, соль, сахар и растительное масло. Хорошо перемешиваю. Постепенно просеиваю муку, сначала примерно половину, и добавляю соду. Перемешиваю. Просеиваю оставшуюся муку, ее может понадобиться чуть больше или меньше. Домешиваю тесто руками сначала в миске, затем на столе. Оно должно получиться очень нежное, мягкое, фактически на грани липкости. Перекладываю тесто в миску и оставляю отдохнуть на 15-20 минут. Закрываю его пленкой. Приготовлю начинку. Мелко режу лук и обжариваю его до золотистого цвета на смеси растительного и сливочного масла. На мелкой терке натираю тыкву. Лучше использовать тыкву мускатных сортов. Лук обжарился, добавляю тыкву. Добавляю соль, сахар, перемешиваю. И добавляю тимьян. Тушу тыкву с луком примерно 5 минут до полуготовности. Выпариваю лишнюю влагу. Начинку перекладываю на тарелку, чтобы остывала. Стол присыпаю мукой, тесто делю на 8 равных частей. Каждый кусочек подкатываю в шар. Начинку с тыквой также делю на 8 частей. Раскатываю кусочек теста в тонкую лепешку толщиной примерно 2 мм. На одну половину теста выкладываю начинку, распределяю и накрываю второй половиной. Выдавливаю воздух и хорошо скрепляю края теста. По желанию можно лепешку обрезать фигурным ножом. Сформированную лепешку перекладываю на доску и формирую следующие. Лепешку я буду печь на сухой сковороде. Разогреваю ее и выкладываю лепешки. Пеку на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Готовые горячие лепешки смазываю кусочком сливочного масла и подаю к столу. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Пишите в комментариях, какой рецепт вам понравился больше, и вы будете его готовить. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.